Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. На днях меня посетила мысль. Мы, вязальщицы, объединенные нашим любимым хобби, вязанием, имеем большое сообщество, ходим друг к другу в гости с одного канала на другой, общаемся, вдохновляемся, чему-то учимся, что-то для себя берем полезное в копилочку. Но мы все такие разные. У каждой из нас свои предпочтения, свои пристрастия. И вот на эту тему мне сегодня захотелось порассуждать. Я вас буду развлекать своими ответами на вопросы. Вы мысленно со мной тоже отвечайте, пишите комментарии. Мне всегда очень приятно в таких болталочках, когда вы пишете свои тоже предположения, свое мнение, и это очень здорово. Я нашла вопросы у Наташи. Канал у Наташи называется «Натали вяжет стильно», и у нее так и называется тег «Пристрастие, вязалочка». Я хочу ответить. Мне вопросы очень понравились, и я хочу на них ответить. Ну что, давайте начнем. Самая ваша большая любовь в жизни – это моя семья. И прежде всего, это именно моя семья. Мой муж, моя дочь. Это мой мир. И это самые важные люди в моей жизни. И, конечно же, после вот этого маленького мира есть более большой и всеобъемлющий мир. Это наша большая семья. С моей стороны мама, сестра, и со стороны моего мужа, его родители, его сестра. У нас прекрасные взаимоотношения, мы общаемся, и, конечно, это люди очень важные в нашей жизни. Второй вопрос. Какое время года, месяц вы ждете больше всего? Больше всего я жду весну. Я очень люблю, когда после зимы начинает все пробуждаться. Но я люблю весну именно теплую, с большим количеством солнца, тепла, когда начинают распускаться листочки, появляться какие-то цветы. Я каждый год весной примечаю, где что начинает расти, цвести. И меня это приводит в полный восторг. По-другому совершенно чувствуешь себя. Это всегда душевный подъем. И я очень люблю это время года. Ну а за весной, конечно же, лето. Летом у меня длинный отпуск, и, конечно, я очень люблю это время года. Но вообще я человек тепличный, я люблю теплую погоду, я люблю много солнца. Мы раньше всегда смеялись с сестрой. Она родилась зимой, в декабре, а я родилась в самом начале сентября. Я считаю, что я практически родилась летом. И я все время говорила, я бы смогла жить там, где всегда тепло. А она отвечала, а я бы не смогла. Я бы смогла жить на севере. Вот на севере я бы точно жить не смогла. Утренняя зарядка, прогулка являются вашими ежедневными обязательствами. Каждое утро я для себя выделяю несколько минут для такой, скажем, зарядки. Утренняя прогулка у меня тоже есть, но они очень короткие. И это с недавнего времени появилось, когда мы завели питомца. Утром нужно обязательно выйти. Ну, а пока она еще щенок, мы ее приучаем, конечно же. Но я все время смеюсь. У нас утренние 5-минутки, потому что больше она и не гуляет. Но мне кажется, пока это еще связано с холодным временем года, не особо комфортно. Собачка маленькая, лапки замерзают, естественно. Но одевать
ее в полном обмундировании я не вижу смысла. Поэтому да, мы каждое утро быстренько выходим, но для меня это даже очень хорошо, потому что я всегда смотрю, какая погода, и сразу же для себя знаю, да, как мне, то есть одеться, на что обратить внимание, идет снег, холодно, морозно. То есть это все очень даже хорошо. Ну и выбежать на 5 минут, подышать свежим воздухом, глотнуть свежего воздуха. И когда я прихожу, для себя выделяю обязательно минут 5. Это для такого пробуждения, для бодрости. У меня всегда по-разному. У меня в кухне лежат гантели маленькие, то есть либо я с гантелями быстренько, такой у меня комплекс есть упражнений, либо я приседаю 20 раз. И для себя, да, то есть такую небольшую тоже зарядку для лица. То есть 5-10 минут утром я для себя выделяю это ежедневно. Для меня это уже как ритуал. Встреча с друзьями входит в ваши планы или только работа и любимое вязание? Ну, наверное, я отвечу так. Я очень люблю встречаться со своими знакомыми, с друзьями, проводить с ними время. Но чем мы становимся старше, тем таких встреч становится меньше. Потому что у каждого своя семья, свои заботы, свои хлопоты. А в современной жизни у нас такая суета, беготня, куча дел. У кого дети, нужно, кроме того, что да, отвезти их в школу, ну, если да, это есть необходимость, кто-то не отвозит, где-то дети живут близко и ходят сами, но у детей есть какие-то дополнительные занятия, куда их также нужно отвезти. Есть задания, которые задают детям, и дети не смогут их выполнить сами. Тут тоже нужно подключиться родителям. Поэтому в будни, да и даже не в каждые выходные, это возможно. Поэтому по большей части, вот у меня, например, когда приходят выходные, я настолько устаю за неделю от людей, все равно это все сказывается, от шума, что, например, уже вот зимой, это особенно зимой, в субботу я даже стараюсь не ходить, никуда не ходить, где большое скопление людей. Я люблю по воскресеньям утром куда-то выезжать. Даже если вот когда тепло, у нас с дочкой традиция. Как только весна наступает, уже теплая весна, когда снег практически стаял, тепло, мы с ней каждое воскресенье куда-то ездим. Обычно это всегда после храма, мы с ней едем в центр города, где-то погуляем. У нас там есть с ней любимая пекарня, где мы можем зайти. Я пью кофе, она чай, там скушать что-то, какой-то пирожок или пироженку. Я люблю воскресенье утром, когда не так много людей. В субботу, где большие скопления, я сейчас стала избегать, потому что я за неделю очень устаю от этого шума, и мне нужно восстановиться и, естественно, да, то есть отвлечься от этого всего. Поэтому, да, я больше отдыхаю, стараюсь отдохнуть. И, конечно же, вязать, потому что для меня вязание – это способ релакса, способ отвлечься, так скажем, да, как ширмочкой отгородиться, погрузиться вот в этот свой мир и дать своей голове отдохнуть. Заготовки и консервация на зиму. Нравится вам этим заниматься или просто необходимость? Не потопаешь, не полопаешь. Я делаю заготовки на зиму достаточно уже долгое время. Даже начала я делать заготовки до того, как я вышла замуж. Ну, я уже не помню, конечно, сколько. Мне это нравится.
когда находишь какие-то интересные рецепты, я не делаю, да, так скажем, каких-то таких банальных заготовок. Я делаю то, что действительно будет вкусным и съестся, а не так просто сделать там какое-то определенное количество, чтобы не пропало. У нас есть любимые рецепты, которые я делаю, но сейчас вот уже со временем я стала меньше потреблять соленого. Я больше делаю какие-то такие интересные закуски, закрутки, которые действительно очень хорошо потребляются зимой. Вот у меня муж очень любит огурцы, которые я делаю. У меня есть рецепт, причем он такой, знаете, без заморочек. Называется огурцы по-польски. Вот когда-то я этот рецепт нашла, и мне он нужен был для салата. У нас есть в семье любимый салат с мясом, с красной фасолью и с огурчиками и с маринованным луком. Я как-то в телеграм-канале показывала этот рецепт. Он всегда на все праздники заходит просто на ура. И вот гости, которые приходят, все у меня спрашивают рецепт. И вот для этого салата нужны определенные огурцы, то есть обычные какие-то не пойдут. Поэтому я вот делаю. Люблю лечо, очень люблю лечо. Потом я люблю салат с баклажанами. Баклажаны — это вообще моя любовь. Ну и, может быть, что-то делаю, знаете, на пробу. Найду что-то интересное, сделаю просто вот 2-3 баночки. Как-то я увидела перец в собственном соку. И сделала всего 3 баночки. Моему мужу очень понравилось. Ну вот как-то да, мне нравится. Если я не захочу чего-то делать просто от того, что надо, я не делаю. Нет. Но как бы, если нравится, я этим занимаюсь с удовольствием. Тем более летом у меня больше свободного времени, поэтому у меня больше времени на эксперименты. Любите ли вы заниматься цветоводством? Предпочтение отдаете уличным или домашним цветам? Я люблю заниматься цветоводством. С детства я занимаюсь цветами. У меня в комнате всегда на подоконнике были цветы. Это не то, что как бы дома, да, посадили взрослые. Я потом уже, когда была в подростковом возрасте, сама находила разные отросточки и сажала в горшки. Моя мама всегда говорила, что у меня такая легкая рука, что я палку посажу, и она у меня зацветет. Один раз у меня, кстати, палка зацвела. Я очень долгое время увлекалась домашним огородом. И весной я сажала на подоконниках помидоры черри, у меня было очень много помидоров черри, и огурцы. И огурцы у меня, все это было, помидоры были. И как-то мне нужны были для огурцов вот палочки, да, как бы подпорки. Как раз была весна, уже теплая, когда обрезали деревья, и вот лежали прутья. Я несколько таких прутьев взяла. И что вы думаете, через какое-то время у меня два прутышка, 4 я брала, 2, у меня укоренились и пошли листочки. Я так смеялась. У меня дома цветы, на всех подоконниках цветы. И вот здесь, видите, у меня тоже цветы. Видите, такая интересная конструкция. Это суккуленты. Аквариум называется. Они у меня уже разрослись, у меня есть еще больше. Я вот думаю, весной, наверное, буду сажать их уже в большой аквариум. Пусть разрастаются. На работе у меня тоже все подоконники с цветами. На работе занимаюсь цветами только я. Мы с коллегой вдвоем работаем, потому что у нас 2 смены в школе. В своем кабинете я работаю уже больше 20 лет. Очень много у меня сделано в нем, и у меня там растут фиалки в основном. Когда-то я занималась разведением фиалок, а потом у меня фиалки переросли в орхидеи. Мне очень стали нравиться орхидеи. Сейчас мне как-то больше стали нравиться
зеленый. Вот знаете, растение хочется зелени, больше зелени. У меня в прошлом году я купила семена комнатных цветов, адениумов. Это такие маленькие деревья, которые цвести должны. Ну, посмотрим. У меня 4 таких вот адениума. И орхидеи дома. Еще у меня есть замиокулькас. Такие вот цветы сингониума. Но у меня очень жарко, конечно. Вот сингониумом плоховато у меня. Хотела я развести еще. Так, вот есть женское счастье и мужское счастье. Это красный цветок. Забыла, как его название. Спатифилум. Вот. Он у меня, мне его отдали, ну, уже, знаете, в таком как бы не очень хорошем состоянии, но у меня дома жарко. Я его пыталась, у меня стоит увлажнитель, но все равно он у меня засох. Поэтому этот цветок не для моей квартиры. Поэтому, да, цветы я очень люблю. У меня нет ни дачи, поэтому если была бы дача, я бы сажала бы и цветы в клумбе. Цветы в клумбах мне очень нравятся. И я уважаю тех людей, которые у домов разбивают такие клумбы, ухаживают. Очень красиво и всегда приятно, эстетично это выглядит. Есть ли у вас домашние питомцы? Они для вас члены семьи или все-таки братья меньшие? Да, у меня есть домашний питомец. У меня был домашний питомец. 10 лет прожил с нами наш Бадюша, собака чихуа. Я люблю собак. Вот, ну, для квартиры нужна маленькая собака, это по моему мнению. И из всех мелких пород у меня большая любовь к чихуашкам. Я их просто обожаю. Но они вот такие милые. Вот первая моя собака, которую мы вместе с мужем купили в такой для меня грустный период жизни. И эта собака просто меня спасла. И он был, когда у меня уже Алиса родилась. Алиса родилась, да, вот с собачкой, и до 6 лет она росла вместе с собакой. Он у нас и катался во всех колясках. Все так смеялись, когда видели коляска, а там багажник. И мы, когда ходили гулять, он туда запрыгивал. Зачем бегать? Ноги там, лапы топтать, да. Я там ему лежаночку сделала, и он там лежал. Захотел погулять, выпрыгнул, побежал. Надоело, опять запрыгнул. Вот во всех колясках. Потом у Алисы был велосипед, тоже с багажником, он тоже там лежал. И когда его не стало, мы очень долго переживали эту утрату. Вы знаете, вот дети, например, да, они, как правило, у них нет вот этого понятия смерти, но для моей дочки оказалось это очень большой утратой. И говорят, что вот горевание, оно год, не меньше года горевание идет по утрате кого-то. Моя дочь в течение 2 лет периодически, вспоминая про свою собаку, рыдала, просила, чтобы я завела. Я думала, что я никогда не смогу больше завести животное. Прошло 5 лет. И этим прошлым летом, в конце лета, что-то у Алисы опять началось, что вот у нее никого нет, и ей так плохо, и питомца нет. Плакала, и я совсем случайно зашла посмотреть на Авито, вообще какие там собаки продаются. И выставили щенков. Вот я увидела эту мордашку, сразу же написала, мы съездили, посмотрели и забрали. Теперь у нас живет Джесси, наша чихуашка, любимая. Настолько она ворвалась в наши сердца, очень забавная. И вот, да, люди разные, каждый со своим характером. И вот мы смотрим, да, уже сейчас сравниваем.
как она любит мужа, а как муж ее любит. На них, когда посмотришь, вот просто смех. Ну, в общем, нам весело, мы очень рады, что теперь у нас есть член семьи. Для нас собака как член семьи. Да, это собака, но как бы, да, это все-таки мы не относимся, да, там, что она должна. Да нет, у нее свое место. Спит она ни в коем случае, нет, она не спит с нами. У нее свое место есть, не одно, два. У нее, естественно, своя кормушка. Ест она свой корм. Я не даю ей то, что мы едим. Поэтому это все понятно, но мы к ней относимся как к члену семьи. Шопинг относится к вашим любимым занятиям. Предпочтение отдаете больше магазинам или рынкам? Шопинг. Если сказать, что люблю ли я просто блондиться по магазинам, я не могу так сказать. Нет, в магазин я иду именно с какой-то целью. Если мне что-то нужно. Очень долгие хождения по магазинам меня утомляют. Я иду целенаправленно, знаете, как раньше. Пойдем погуляем по магазинам. Вот это я вообще не люблю, никогда не любила этого и не понимала, что гулять по магазинам, что там смотреть. Я всегда иду в магазин только с той целью, если мне нужно что-то купить. Как правило, у меня есть уже проверенные годами магазины, где я знаю, что я могу купить. Вот, правда, сейчас Алиса подрастает и больше сложностей. Удобнее заказать на каком-то маркетплейсе. Чаще всего мы так и делаем. Да, в плане даже одежды какой-то, да, заказываем, и это гораздо проще. Особенно вот с ней тем более. Какие фильмы любите смотреть? Я люблю смотреть, ну, наверное, зависит от настроения. Есть фильмы, которые я обожаю смотреть, и мне никогда не надоедают. Это фильм Эльдара Рязанова. «Служебный роман». Обожаю. «Любовь и голуби». Иногда даже, когда у нас возникает вопрос, что посмотреть, ну, если мы с мужем, например, да давай посмотрим какой-то вместе фильм, то мы можем посмотреть какие-то старые фильмы. Я очень люблю фильмы, связанные с историей России, например, Екатерина Великая с Мариной Александровной. Просто вот обожаю этот фильм. Недавно пересмотрела фильм Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Тоже с удовольствием посмотрела. А так в основном и комедии люблю, и мелодрамы люблю. Не люблю никаких жестких фильмов, боевики, ужастики какие-то. Этого я не смотрю, никогда не любила, и мне не нравится. Мне нужен фильм, который меня расслабляет. Люблю сериалы. Ну, конечно, не все подряд я могу смотреть, но есть ряд любимых, которые мне очень нравятся. Посещение театров, цирков, музеев и других культурных заведений присутствует в вашей жизни? Конечно, обязательно присутствует. Совсем недавно я рассказывала, что мы посещали и цирк, и музей на одной неделе. И сейчас у меня в планах посетить в своем городе несколько новых музеев. У нас открылись новый музей. 12 праздников он называется. Мы планируем туда поехать. Я планирую туда вывести детей. А если, да, вот я вывожу детей, если мне нравится, то и мы потом едем своей семьей также. Еще у нас есть музей для меня новый. Я не была в этом музее. Музей Цветаевых. Говорят, очень шикарный музей. Мне хочется там побывать. Но это уже когда будет теплее, когда будет более теплее, да, я буду обязательно ездить. И театры тоже я люблю. Конечно, не часто мы посещаем, но тем не менее это все есть. Культурные заведения есть.
Чтение художественной или научной литературы доставляет вам удовольствие. Находите ли вы время для этого? Я больше предпочитаю художественную литературу, и для меня сейчас на данный момент преобладают аудиокниги. В связи с моей большой загруженностью у меня нет возможности просто сесть, посидеть, да, и полистать страницы. Вообще, если говорить о книге, то я люблю книгу, которую можно держать в руках и перелистывать страницы. В основном, больше всего чтение как-то вообще как такового у меня во время отдыха, во время длительного отдыха, потому что в течение учебного года у меня не получается. Да, если бывают такие возможности, я иногда утром прослушиваю какую-то аудиокнигу. В прошлом году, начиная с весны, я просто подсела на эти аудиокниги, шла гулять, вставляла наушники, какую-то аудиокнигу и шла, слушала. Я очень много классики переслушала в прошлом году, просто вспомнить и Анну Каренину, и «Дворянское гнездо», и «Отцы и дети», и Виктора Гюго «Отверженные». Много разных произведений. Еще какие-то новые мне появлялись там в рекомендованных. Читала я и зарубежную классику, Эмиля Золя. Нравится мне. Но бывают такие моменты, когда совсем не до книг, и, конечно, всему я себя не заставляю, не принуждаю. Хочется, да, у меня это есть, но из того, что здесь написано, конечно, художественная литература. Кулинария – ваше любимое занятие или просто необходимость по жизни? Вообще, я очень люблю готовить. Мне нравится какие-нибудь готовить интересные рецепты, которые я нахожу. Но если говорить просто, да, иногда это и необходимость. Мы от этого никуда не уйдем. Конечно, это и необходимость наша. Но когда выходные, я здесь уже что-нибудь обязательно интересненькое стараюсь приготовить. Летом у меня есть несколько рецептов, которые на ура просто заходят. И быстро, и вкусно. А недавно мы с мужем купили себе аэрогриль, и уже много я разных рецептов изучила. Это, конечно, для меня тоже большой помощник. И мне нравится еда, которая там получается. Я достаточно часто пользуюсь. Мне нравится то, что можно без лишних усилий, да, что-то. Например, я делала мясо, я замариновала мясо, а вечером поставила. Программу нажала, все, я не слежу даже за этим. Время закончилось, у меня вкусный продукт уже на столе. Люблю я готовить, но, конечно, когда усталость, бывает такое, что и не хочется готовить. Бывает такое, что не хочется готовить, и мы куда-нибудь выходим, и это тоже есть. Иногда надоедает. Поэтому все по душевному призванию. Вязать вы любите и умеете. А как относитесь к тому, что по жизни надо что-то зашить, пришить, заштопать и просто отремонтировать? Нормально я к этому отношусь, но в плане заштопать, наверное, штопать носки я сейчас не буду. Легче купить новые, зачем их штопать? Или, например, капроновые колготки я тоже штопать не буду. Если они порвались, значит, нужно новые приобрести. Пришить пуговицу, это все, конечно, я пришью без проблем. Шить, сказать, что я сяду и буду что-то шить, какую-то вещь не буду, потому что это совсем не мое. Хотя у меня есть и машина полупрофессиональная, у меня есть машина, и у меня было очень много раз такие позывы что-то шить, но нет, я понимаю,
Вот комплект постельного белья, подшить занавески, это все я могу. Но что-то серьезнее, я поняла, что нет, этому надо учиться, чтобы делать как следует. А так просто даже по видео нет, не получается у меня сделать так. Ну, мне не нравится. Я люблю, чтобы все было красиво, идеально. А если у меня строчка куда-то ушла, все, для меня это уже не идеально, и я начинаю расстраиваться. Вы себя относите к пессимистам, реалистам или оптимистам? Оптимистам. Оптимист. Знаете, как в той песне «Оптимисты, как известно, вращают земной шар». Верю всегда в лучшее, вижу в людях самое лучшее, поэтому я по жизни оптимист. С каким девизом идете по жизни? Мой девиз по жизни – ничего не бояться, пробовать и делать. Лучше сделать, да, и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Что бы вы пожелали всем вязалочкам, да и вообще всем людям планеты? Я желаю всем людям планеты добра, гармонии внутри себя. Любите каждый день, каждый момент жизни. Пусть будет больше солнца, ведь солнце – это то, что дает нам жизнь, это то, что дает нам тепло, и сами светитесь. А всем вязалочкам я желаю, чтобы у вас всегда все получалось, чтобы ваши задумки воплощались в жизнь, чтобы ваше желание иметь тот или иной инструмент или какую-то интересную пряжу осуществлялись. Всем вам говорю большое спасибо за внимание. Обнимаю вас. Пишите свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.